Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Все большее количество производителей выпускают твердые гель-лаки, крем-лаки. Что это такое? И действительно этот продукт удобнее, чем обычный гель-лак? В этом видео предлагаю вместе с вами разобраться. Поехали! Посмотрим на ноготки моей модели. На самом деле они очень красивые и классные. Но видим, что предыдущее покрытие их значительно искажает и, можно сказать, портит, к сожалению. Тут навалено много материала, и за счет чего ногти выглядят объемными. Конечно, хочется их в этом плане преобразить. Поэтому я снимаю материал, старый гель-лак, твердосплавной насадкой, зеленой насечкой до тонкой подложки. Недавно у себя в Instagram я проводила целый опрос в сторис по поводу снятия гель-лака. Что лучше, снимать аппаратом или выполнить размачивание покрытия? Мнения мастеров разделились, кто-то говорит о размачивании, хотя я думала, что этот способ уже давно все забыли, но видимо, что нет. Сейчас есть материалы, которые способны растворяться, как и несколько лет назад. Но все-таки в настоящее время большинство материалов не растворяются ацетон содержащей жидкостью, потому что сами по себе не растворяемые. А если использовать такой способ снятия, то можно значительно иссушить кожу и повредить ногтевую пластину при соскребании материала пушером. Кстати говоря, у меня на канале есть подробное видео на этот счет, называется «Снимать или не снимать покрытие гель-лак с ногтей полностью». Чаще всего делаем следующим образом. Снимаем базу до тонкой подложки, оставляем 10-15% старого материала. Если есть отслойки, убираем полностью материал до натурального ногтя, но уже пилкой. Используем 180 или 240 грит. Выбираем гритность в зависимости от типа ногтей клиента и от их состояния. При тонкой ногтевой пластине пилка будет 240 грит. Если много базы оставшейся, то 180 грит. Не используйте очень твердые пилки, так как они будут истончать ногтевую пластину, она будет становиться более гибкой и как следствие будет хуже держаться покрытие. Также многие говорили об устаревании покрытия. Но дело обстоит следующим образом. Клиент сделает 3-4 коррекции и старый материал полностью срастет. Да, в некоторых случаях лучше делать полное снятие и заново покрытие, но чаще всего мы оставляем все равно тонкий слой базы. В некоторых случаях он даже предохраняет ногтевую пластину от повреждений. Например, даже той же фрезой в центре ногтевой пластины по боковым пазухам. Но тут кроется следующая беда. Мастера очень буквально воспринимают снятие гель-лака фрезой и только снимают цветное покрытие, оставляя всю толщину базы. Как итог, мы видим толстые объемные торцы, некрасивый свободный край, искаженный с наплывами или ногти, которые выглядят как подушечки орбит. Конечно, это все смотрится неэстетично, поэтому я призываю вас снимать материал именно до тонкой подложки, которую мы потом можем доработать пилкой. Но со снятием вроде разобрались. Если есть отслойки, то снимаем полностью, размачиваем только в крайнем случае и те гель-лаки, которые приспособлены для этого. А так, в большинстве случаев мы снимаем аппаратом до тонкой подложки и затем при необходимости дорабатываем пилкой. Ну а мы тем временем с вами выполняем комбинированный маникюр. Кутикула у моей модели очень тонкая. На самом деле, если клиента она не сильно напрягает, то можно выполнить просто европейский маникюр, либо пилочный. Что это значит? Наносим ремувер, отодвигаем кутикулу, прочищаем птериги апельсиновой палочкой и на этом все. Вот такая лайт-версия маникюра, которую можно выполнить даже самой себе в домашних условиях. Конечно, нужно использовать профессиональные средства и работать крайне аккуратно. Ну а поскольку мы тут профессионалы, выполняем аппаратный маникюр. Для среза кутикулы, а точнее для ее шлифовки, использую насадку с красной насечкой, скругленный цилиндр. Он не срезает ее, а просто сглаживает, постепенно отшелушивая все мелкие сухие участки, и благодаря этому не появляется заусенец. В принципе, маникюром я нашим довольна. Только единственное, новички, будьте очень аккуратны с таким типом кутикулы при работе пламенем, так как очень часто, к сожалению, ранит кожу в синусных поворотах. Всегда работайте в контакте с вашим клиентом, следите за его реакцией.
И для такого типа кожи мы используем именно красный абразив, для того, чтобы ее лишний раз не перетереть. В некоторых местах даже кожа кажется красной. После маникюра необходимо тщательно убрать пыль. Что это значит? Не просто накрыли салфеткой и протянули один раз на себя, а именно вот таким образом из пазух убираем всю пыль. Иногда для этой цели используем микробраш. Он хорошо заходит в глубокие боковые пазухи и убирает всю пыль. Также вместо микробраша можно использовать плоскую синтетическую или натуральную кисть, которая уберет все мелкие пылинки. Сейчас после обезжиривания видно, что некоторые ногти очень сильно истончены, они красные. Это говорит о том, что предыдущий мастер как раз таки снимал материал не до тонкой подложки базы, а сразу до натурального ногтя, повреждая его. На такой ногтевой пластине будет хуже держаться покрытие, поэтому использую дополнительно бескислотный праймер. Наношу его в совсем небольшом количестве и даю некоторое время испариться излишком, чтобы они также не спровоцировали отслойки гель-лака. В качестве базы выбираю прозрачную и пластичную. Она будет амортизировать такую длину и при этом не будет отслоек по свободному краю. Особенно такая база актуальна при использовании камуфлирующих оттенков. Такая тонкая подложка будет барьером между натуральной ногтевой пластиной и следующим камуфлирующим материалом, так как во время снятия вам будет труднее заметить разницу, так как трудно снять камуфлирующий материал полностью до натурального ногтя, его не повредив. А в качестве выравнивания будем использовать Hard Base от Runail. Это твердая база, и она как раз отлично подходит для такой длины, как у моей модели. То есть ногти не будут изгибаться и не возникнет эффекта усадки. Мы подобрали очень красивый оттенок, светло-розовый. На самом деле мне очень нравятся такие цвета, они сейчас особо популярны в последнее время. В этой базе короткая кисточка, и я их просто обожаю, короткие кисти. Но тут, видимо, что-то с самим ворсом, он сильно распушается, и из-за этого в густом материале образуются пузырики. Мне приходилось их хлопать тонкой кисточкой, чтобы полностью убрать. Конечно, это минус, трата времени. Если затем у вас будет цветное покрытие, то пузырики не критичны. Ну а если вы оставите ногти клиента просто с камуфлирующим материалом, то, конечно, их стоит убрать. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. И вот та самая новинка – крем-лак от компании Runail. У них такие гель-лаки называются гуашь. Думаю, ассоциация с красками гуашь, которыми рисуют. Они действительно очень густые, пигментированные, насыщенные и не текут. Сейчас для примера покажу вам нанесение в один слой. Кисточка специальная, синтетическая для нанесения подобных материалов. Пока кисточка новая, она немного оставляет полосы, сейчас она больше напитается материалом, станет упругой и полосы уйдут. В принципе, если нанести еще второй слой цвета, то все перекроется и будет отлично. Недавно в одном из роликов я вам показывала такую палитру с сайта AliExpress твердых гель-лаков. Но, честно говоря, эта палитра не очень удобна для мастера, так как гель-лака очень мало, единственное можно использовать для росписи или дизайна. А тут в баночке гуаши целых 5 мл, поэтому ее хватит надолго, при условии, что гель-лак очень высокопигментированный и ложится в тонкий слой. Конечно, типсы красить одно, а ногти клиента совершенно другое. Давайте попробуем, насколько плотно ляжет данный материал. Смотрите, в этот раз видно, что кисточка уже более податливая, ее волосинки так сильно не топорщатся. Первым этапом я беру совсем небольшое количество материала и делаю полный прокрас в зоне кутикулы и в боковых пазухах. Только затем я добираю материал для плотности. В этот момент важно совершать длинные движения от кутикулы до свободного края, чтобы не было клякс от кисти. В целом, чтобы поверхность была ровная. Мне удалось добиться такой плотности всего в один слой. Для меня это был такой эксперимент. Просохнет ли гель-лак в один слой или нет. Но все отлично просохло, и я удивлена была плотности. Поэтому однозначно считаю это классным продуктом. И на самом деле
Даже не знаю, минус то, что материал находится в баночке, или наоборот, плюс, что наносится дополнительной кистью. Также хочу попробовать новинки от Runel. Это гель-лаки перламутровые с мелким-мелким шиммером. Они полупрозрачные, но в 2 слоя, думаю, лягут достаточно плотно. И мне хотелось использовать сразу несколько оттенков, поэтому выполним с вами очень-очень простой градиент. Такие гель-лаки, которые блестящие, всегда легко смешиваются. Для смешивания цветов между собой использую обычную синтетическую кисть, распушила ее, подобно кисти для амбре, и соединяю цвета. После чего на поверхности либо кистью, либо другим предметом, апельсиновой палочкой формирую вот такие загогульки, ничего не значащие, просто абстракция. И у нас получается такой эффект парчи, то есть ткани необычной. Очень интересно смотрится, необычно, хочется разглядывать такой дизайн. Сделала покрытие в 2 слоя. И теперь обезжириваю, но все-таки захотелось добавить наклейки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как считаете, уместны они тут или нет, или все-таки лучше было оставить просто амбре этими перламутровыми гель-лаками. Мне на самом деле в последнее время очень нравятся такие слайдеры, наклейки. Они делают дизайн более трендовым, что ли. Но чего-то не хватало, и я решила поставить точки белой гель-краской. Все просушиваем и теперь перекрываем топом. Важно сделать небольшое довыравнивание, чтобы перекрыть наклейку и неровности, которые остались на гель-лаке. Переворачиваем палец для формирования ровной поверхности. Снимаем липкий слой и подпиливаем торцы еще для большей четкости. Знаю, тут мнения также расходятся, но думаю, это тема для отдельного ролика. Стоит подпиливать торцы или нет? Если считаете, что нужен такой ролик, обязательно дайте знать в комментариях. Посмотрим на толщину торцов, уберем пыль, чтобы она нам не мешала. Они получились достаточно тонкими, потому что цвет нанесен в 1 слой. Эффект меня очень порадовал, плотное нанесение в 1 слой. Я на самом деле была приятно удивлена. Наш результат. Ну что ж, продукт вызвал только положительные эмоции. Думаю, нужно еще больше протестировать, чтобы понять. Понравилось видео? Ставьте пальчик вверх. Обязательно подписывайтесь на канал, если хотите стать крутым мастером. Ну я желаю всем успеха в работе. Счастливо! Пока-пока!